Комнатные цветы с яркими оранжевыми и желтыми листьями – мечта многих любителей растений. Вы на канале Zibi Market, где мы рассказываем про растения нашей оранжереи, в которой выращиваем их и продаем. Купить наши растения можно на сайте market.zibi.ru. Меня зовут Олеся, и в этом видео я расскажу вам про филодендрон Prince Orange. Филодендрон Prince Orange – это лиана, но междоузлие у него короткое, поэтому скорее выглядит как куст. Этот филодендрон достаточно неприхотлив, единственное, что ему требуется для яркой окраски листьев – это хорошее освещение. Яркий рассеянный свет в течение 12 часов в сутки позволяет формировать оранжевый лист в середине розетки. По мере роста такой лист теряет яркость и становится зеленым. Этот и другие филодендроны можно купить на нашем сайте, ссылка в описании к видео. Выбирайте растения, кладите их в корзину, а затем оформляйте заказ. Вводите ваш адрес, и сайт рассчитает стоимость доставки. Наша оранжерея находится в Самарской области. Отсюда мы и отправляем наши заказы в теплое время года. Для блогеров у нас есть система реферальных ссылок, которые вы можете использовать на вашем YouTube-канале и других интернет-ресурсах и получать вознаграждение за рекламу наших товаров. Ссылка на правила есть на центральной странице нашего сайта. Если у вас будут вопросы, пишите их в чат на сайте, мы на него отвечаем максимально быстро. Сейчас покажу вам деление куста филодендрона и высаживание этих частей в грунт. Потом расскажу, как ухаживать, какие условия нужны для оптимального выращивания этому филу. У нас есть вот такой большой горшок с филодендроном Prince Orange. Его надо или пересаживать, или разделить. Так как все хотят купить более дешевое растение, мы его разделим. Аккуратно отделяем грунт от корней. Обратите внимание, что при пересаживании и разделении мы растения не поливаем. Грунт сухой, он легко осыпается и отделяется от корней. Процесс деления не быстрый, торопиться не надо, чтобы не повредить растения. После разделения получилось 3 достаточно крупных филодендрона. Теперь давайте посадим. Грунт я сделаю самостоятельно, готовый мы не используем. В качестве составляющих беру агроперлит, кокосовый субстрат, рисовую шелуху и гумус. Мелкую кору гумус у нас гранулированный, его нужно перед использованием размять. После перемешивания грунта я подбираю горшки.
Поливать растения сразу после пересадки или нет? Мнение, что нужно выждать сутки, а потом поливать. Поделитесь, пожалуйста, вашим опытом, поливать сразу после пересадки или нет. Уход за филодендроном достаточно простой и отличается в зависимости от сорта. Сейчас я расскажу про уход за филодендроном Prince Orange с учетом нашего опыта выращивания. Полив этого филодендрона должен быть умеренный, значит, надо поливать, когда грунт немного просохнет. Филодендрон может пережить достаточно сильное просыхание грунта. Это возможно так, как у него толстые корни. Растения с тонкими корнями пересушивание грунта пережить не могут. Но все же не надо пересушивать грунт у филодендронов. Пересушивание будет видно по листу, они становятся немножко вялыми и неплотными. Избыточный полив для этого филодендрона опаснее засухи. Растения склонны к загниванию корней. Итак, поливайте умеренно. При поливе следите, чтобы вода была нейтральной или слабокислой. Щелочная вода не позволяет филодендрону усваивать минеральные вещества, особенно железо. Также большинство удобрений плохо работает в щелочной среде, значит растение будет испытывать дефицит питательных веществ. Про измерение кислотности воды мы рассказали в видео, ссылку на него прикреплю в описании. Нужны ли филодендрону подкормки? Конечно, да. Все горшечные растения нуждаются в удобрениях. Это удобрения могут быть гранулированные, которые замешиваются в грунт и медленно высвобождают питательные вещества, водорастворимые удобрения, которые вносятся при поливе, а также удобрения, которые мы вносим по листу или, другими словами, при опрыскивании. Какие лучше, однозначного ответа нет, но я могу вам точно сказать, что при домашнем выращивании удобрения должны быть комплексными, потому что понять, чего не хватает растения в домашних условиях, практически невозможно. Если вы при пересадке замешиваете в грунт гумус, не забывайте, что это тоже удобрение длительного действия. Филодендрон Prince Orange достаточно устойчив к вредителям. Мы ни разу не видели, чтобы он поражался какими-то насекомыми, но грибковое заболевание при избыточном поливе может его погубить. Ранее я рассказала вам про полив, будьте внимательны, не держите ваш филодендрон постоянно в мокром грунте. Помочь уберечь от загнивания может правильная структура грунта. Грунт должен быть очень рыхлым, он должен хорошо пропускать воздух и задерживать лишь небольшое количество воды. Как мы видим, корни нарастают лучше при использовании грунта с крупными частицами. Например, минеральный грунт по типу лечузы или грунт с составляющими из крупного перлита, мелкой коры, рисовой шелухи и соснового опада. Пробуйте, экспериментируйте. Нет идеальной формулы грунта для выращивания растений. Напишите нам в комментариях, на каком грунте вам удалось получить наилучшие результаты роста. Почему я так много внимания уделяю корням? Без хороших корней невозможно получить обильный рост листвы. Конечно, если вы используете определенного вида фитогормоны и постоянную подкормку по листу, которые дают исключительно рост зеленой биомассы, заботиться о корнях не обязательно. В комнатных условиях хорошие корни – это залог отличного роста и процветания растения. Влажность воздуха, на мой взгляд, для филодендрона не особенно важна. Этот фил достаточно сильный, и хотя в природных условиях он растет в условиях повышенной влажности, мы не заметили, что уменьшение влажности или увеличение как-то сильно влияет на рост. Поэтому я не рекомендую тратить много времени и поднимать влажность вокруг этого растения. Избыточное опрыскивание может ему навредить. При постоянно мокрых листьях нарушается дыхание, устицы у растения закрываются, растение ослабевает и может поражаться грибком. Свет нужен любому растению для нормального роста. Филодендрон может расти в условиях недостатка света в глубине комнаты. Но если вы хотите регулярно получать ярко-оранжевые листья в середине розетки, этот филодендрон должен получать много яркого рассеянного света. Такой свет на подоконнике восточного или западного окна летом и возле южного окна зимой. Филодендрон Prince Orange хорошо реагирует на искусственное освещение при недостатке нормального света. Досвечивайте ее лампами. Свет тропические растения в естественной среде получают 12 часов в сутки. При искусственном досвечивании мы светим 16 часов, и лампа хуже солнца, поэтому увеличивайте время досвечивания до 16 часов и получайте вот такие яркие листы. Фитолампы или диодные лампы, на наш взгляд, нет никакой разницы и нет ничего лучше
настоящего солнечного света. Температура воздуха для этого фила круглый год подходит комнатная. Но следите за тем, чтобы он не стоял зимой под открытой форточкой, а летом под прямым потоком холодного воздуха из кондиционера. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Если вам понравилось, ставьте лайк. Не забудьте нажать кнопку подписаться, если хотите видеть больше таких видео. И увидимся в следующий раз. Пока-пока!